воскресе! Вы на канале Денис у микрофона. Я прошу вас присоединиться к сбору в комментариях, чтобы мы могли продолжить наш перевод субтитров на английский язык. Есть поступления, слава богу за них. Большое спасибо тем, кто вкладывает. Но, к сожалению, из-за того, что достаточно большой объем работы, нам нужно все делать в очень короткий срок, то расходов на это идет достаточно много. Я стараюсь то, что могу, покрывать какую-то часть и своими силами, но не всегда у меня, увы, есть такая возможность, потому что большая часть моего времени сейчас как раз уходит на подготовку блогов, зачастую в ущерб каким-то другим видам моей деятельности. Но это важно, и я считаю, что нужно расставлять приоритеты, и каждый из нас должен что-то делать в защиту своей церкви. Сегодня разберем с вами один репортаж. В общем-то, это такая классика пропаганды. То, что сегодня мы видим по многим каналам, в данном случае это Громадский, это такое небольшое частное телевидение, которое вот подняло голову еще в 2013-2014 годах, до сих пор оно существует, пройдя через массу каких-то скандалов, в том числе достаточно серьезных. И вот сейчас мы видим их большой интерес к Почаеву. Безусловно, мы понимаем, что на Киево-Печерской лавре все не закончится. Мы уже слышали объявление министра культуры Александра Ткаченко о том, что сейчас внимание будет направлено и на Почаевскую лавру тоже. Ну и, конечно же, туда уже заслали первых гонцов. Ну, в принципе, наверное, уже и не первых, но как минимум вышел яркий репортаж. По сути, весь этот репортаж можно было бы уложить в один короткий фрагмент, буквально несколько секунд. Вы служители дьявола. Да? Именно это они вынесли в заголовок, и это правда. Потому что действительно они ведут себя как служители дьявола. И вы сейчас увидите почему. Говоря «они», я имею в виду журналистов, в кавычках, безусловно, но никоим образом не насильников, не людей, которые приходят помолиться в Почаевскую лавру. В цій вірі ми будемо помирати, і в цій вірі ми будемо далі знаходитись. Адже наша є віра православна. А я маю увазі, якщо розірвуть оренду і тут буде ПЦУ, чи ви будете ходити? Ні, я не знаю, чи однозначно ні. Вот, пожалуйста, пример прихожан Украинской Православной Церкви, которые говорят, что для нас вера важна. И в ней мы даже готовы умереть. Мы готовы быть верными до своего последнего вздоха, и мы не хотим менять свою веру. На что они имеют полнейшее абсолютное право оставаться в своей вере, и, в общем-то, это гарантировано и Конституцией, да вообще здравым смыслом, но вы же понимаете, что людей пытаются сломать через колено, найдя для этого, любой повод, буквально приводя с собой каких-то статистов или ища людей с очень неустойчивой психикой, для того, чтобы вот они сказали какую-то яркую фразу, ну и, конечно, за нее стоит зацепиться. На Киевской Руси Зеленковский, Да. а Михаил Архангел сказал: подчиняйтесь властям. Если не будут подчиняться властям... Вы же понимаете, что эти женщины, они в своем немножко мире живут, ну и, конечно, это нельзя выдавать в эфир. Любой нормальный канал сразу спросит, вот простой пример, да, один из каналов, с которым я сотрудничаю, когда были события в Луцке, вы помните луцкого террориста, вы помните человека, который захватил автобус, угрожал его взорвать и требовал, чтобы там президент страны посмотрел какой-то фильм и сказал какую-то безумную фразу, но в какой-то момент стало понятно, что этот человек психически больной. И в тот же момент канал сказал: мы не будем ничего ни показывать, ни говорить, потому что нельзя давать этим людям эфир. Нельзя этих людей показывать, это неправильно. В общем-то, они зачастую не отдают себе отчет в том, что они говорят. И здесь вот у меня два варианта. Либо этих двух женщин уж нашли где-то там, потому что, как минимум, те люди, которые постоянно бывают в Почаеве, сказали, что они их не знают. И, в общем-то, не видели их там часто. Как минимум часто. И либо, вот действительно, знаете, если постараться, можно найти кого угодно. Или убедить человека сказать все, что угодно. Но выглядит все это очень-очень печально. Как минимум для меня выглядит, что эти женщины, мягко скажем, в какой-то такой альтернативной реальности. Потому выдавать все это за чистую монету, показывая, все ж они там такие, вот оно все так. Но этого точно не стоит делать, как минимум это не журналистика, это самая откровенная пропаганда. И мы же понимаем зачем. Все видели эти сообщения из многочисленных чатов, где пытаются разжечь и пытаются создать прецедент для того, чтобы, так сказать, там применить уже какие-то силовые меры по искоренению того, что не вписывается в парадигму современной политической повестки.
Причем, как уметь читать между строк, так очень важно смотреть на какие-то моменты, где, быть может, человек в кадре ничего и не говорит, но посмотрите просто, сколько людей, сколько молодых людей, сколько детей, сколько подростков, сколько жизней в Почаевской лавре. Нам таки не вдалося роздобути дозвіл на зйомки всередині головного Успенського храму. Я зайшла туди сама без оператора, мені не дозволили фотографувати, за мною постійно ходив охоронець і слідкував, щоб я не діставала телефон. Мене найбільше цікавило, чи є там досі оголошення про те, що не приймають пожертви і записки на молитву від, цитую, нехрещених іновірців, а саме від греко-католиків і вірних ПЦУ-розкольників. Не пустили ее в храм, не пустили ее в собор, хотя все, кто хочет и молится, идет с чистым сердцем, вполне может там побывать. И вот не дает ей это покоя, не дает, беспокоит ее. И вы же понимаете, ее интересовало не посмотреть на святыню, не восхититься чудесными мозаиками, не помолиться, а посмотреть, а вообще есть там вот те вот таблички, где говорят, что о греко-католиках и представителях ПЦУ записки подавать нельзя. Это нормально. Каждая церковь сама решает, о ком и как молиться, и о ком подавать записки. Есть разные чины, есть разные последования, есть разные молитвы. И это нормально, когда церковь внутри себя имеет определенные правила. Они есть везде. Придите в какую-то консервативную баптистскую церковь, баптистскую общину и попробуйте там поучаствовать в их причастии. Вам не дадут, сказав, вы не член нашей религиозной общины. А для того, чтобы мы вас приняли, вы должны пройти через целый ряд инициаций, включая голосование на собрании за то, можете быть вы членом нашей церкви или нет. Но это, конечно же, не будет показывать громадски. И как вы понимаете, ну, конечно же, везде находятся люди, которые встречают таких вот горе-журналистов и хотят с ними поговорить, чтобы узнать, насколько они не заангажированы, кто они вообще такие. И вот беседа человека, который был там, в Почаевской лавре, с этой, ну так скажем, журналисткой. Матеріал про те, що Верховна Рада зареєструвала законопроект на тему розірвання оренди договору з УПЦ і Почаївською лаврою. Що про це думають люди, які вихід ситуації про це бачать? Я Римо-католик. Ви хрещені Римо-католик, так? Безусловно, она греко-католичка, но такая независимая, но такая свободная в своем мнении, но пришла совершенно вот без какого-то предубеждения для того, чтобы просто узнать, просто расспросить. Это мы и видим. Видим просто незамутненный разум, но на самом деле нет. И мы видим попытку вот выдать такую пропагандистскую жвачку вместо неплохого репортажа. Репортаж получился отвратительный, потому что это ложь. Ложь от начала и до конца. И вы же понимаете, к чему они вели. Они сначала показали людей, которые могут показаться странными. Они показали какие-то высказывания, о которых можно поспорить. А теперь пора аж перейти к представителю религиозной организации ПЦУ, который в Почаев-то боится приехать. Наразі це поки що ми розуміємо, що це справа майбутнього. І поки ці договори не розірвані, поки немає тих приміщень, в які ми можемо звертатися, поки немає в нас в самому монастирі братії, яка б могла опікуватися цими святинями, то відповідно на даному етапі це ще поки що така більш почесна посада, почесний титул, ніж реально посада керівника Почаївської лаври. Это Нестор Писок, глава тернопольского филиала религиозной организации ПЦУ. И здесь он прямо говорит, у нас нет братьев, у нас нет людей, у нас нет монахов. Мы это видим по Киево-Печерской лавре. Один Авраамий перешел, будучи монахом Киево-Печерской лавры, стал представителем ПЦУ. И вот остался там пока, и дай бог надолго он будет там один, член этой организации ПЦУ. В общем-то, все остальные сохранили верность Украинской Православной Церкви. И тут он понимает, что монахи не останутся в любом случае. Монахи останутся верны Церкви. Монахи останутся верны УПЦ. И это, конечно же, беспокоит Нестора Писока. Юри зараз Почаївська лавра має фактично два настоятелі. Так. Фізично останній раз в Почаївській лаврі коли були? Декілька років тому, зараз не можу точно сказати. Ну зараз у вас немає бажання поїхати? Звичайно, ще є бажання поїхати, але я розумію, що в ролі кого я туди можу поїхати. Якщо говорити там в ролі непроханого гостя, то звичайно, що це не принесе жодної користі. Почему вы, говорит, не поедете, а как кто я поеду в роли непрошенного гостя? То есть он понимает, что в
Почаеве его не ждут, нигде не ждут, то есть не рады его видеть. Так куда же вы стремитесь, куда же вы лезете? Для чего же вы разжигаете, если вам никто нигде не рад? Прежде всего люди. Но для них люди не важны. Мы понимаем, что им важно захватить святыни, им важно захватить храмы, им важно захватить какое-то имущество, а люди... Но они будут надеяться, что люди потом передумают и все-таки начнут ходить к Несторам Пісикам і їм подобним. І це ще не все. Коли в 90-х роках укладався договір про користування в Почаївській лаврі, то договір цей стосувався тільки приміщень. Тобто, грубо кажучи, були передані тільки стіни. І балансова вартість Почаївської лаври 1 мільйон 200 тисяч гривень. А здесь говорить не так, как Киево-Печерской, потому что если вдруг мы захотим забрать, то нам вернут просто стены. А все остальное не вернут, ведь когда заключался договор и шла передача, то передали стены, все это восстанавливало братья, все делало братья. А как же так? Они же хотят забрать все вместе, они ж на готовенькое пришли. Они ж не хотят ударить пальцем на палец, но просто-напросто забрать и поделить, как герой известного кинофильма или известной книги Михаила Афанасьевича. І якщо зараз просто розірвати договір про користування з ними, то вони мають право сказати, що ми отримали по документах, те ми вам повертаємо, тобто тільки самі стіни, самі приміщення, а мощі, ікони, сосуди, на яких звершується богослужіння, ті, які були історичні цінності, які там зібрані за століття існування лаври, вони, виходить, будуть мати повне право вивезти з собою. То есть они понимают, что их действия незаконны, они понимают, что закон на стороне Украинской Православной Церкви, но все равно действуют, но все равно предпринимают меры, но все равно устраивают провокации. Что это? Что это за безумное желание нарушить закон? Что это за безумное желание, вопреки закону и здравому смыслу, все равно пытаться отобрать имущество Украинской Православной Церкви? И вот здесь финал, вот здесь небольшой вывод, который делает глава тернопільського філіалу ПЦУ Нестор Пісик. Давайте-ка його послухаємо. З Почаївською лаврою не можна це рішення просто, скажімо так, рубанути з плеча і розірвати договір. Це створить багато проблем, в тому числі для держави, щодо цих святинь. Да ни с какой лаврой нельзя, ни с каким храмом нельзя. Нельзя ни сжигать, ни захватывать, ни избивать людей, ни издеваться над ними. Не считать их гражданами 3-го, 5-го, 10-го сорта. Ничего этого делать нельзя. Я понимаю, что сейчас они на кураже, сейчас им кажется, что вот-вот они победят, все получится. Да нет, вы проиграли, уже проиграли. В самом-самом начале. Вы проиграли, потому что пытаетесь бороться с Богом. Вы проиграли, потому что боретесь с Его церковью. И что бы ни было, врата ада вы ее не одолеют. Подписывайтесь на канал Денис у микрофона. Рекомендую подписаться на телеграм-канал Опиум для народа. Ссылка тоже есть в описании. Поддержите канал подпиской, поддержите канал в нашей деятельности по созданию субтитров. Поделитесь ссылкой со всеми, с кем только можете. До скорой встречи.